Добрый день, меня зовут Антонина Ключерева. Я научный сотрудник Дома Льва Николаевича Толстого. Мы продолжаем проект «Экспонаты за спиной», который начали в прошлом году, в год столетия музея. Сегодня мы расскажем про граммофон из зала Дома Толстого. Несмотря на скептическое отношение к прогрессу, Лев Толстой с большим интересом относился к техническим новинкам. Не был исключением и граммофон. Этот прибор для воспроизведения звука был запатентован в 1887 году Эмилем Берлинером. По техническим характеристикам он превосходил фонограф, изобретение Томаса Эдисона. Качественное воспроизведение звука обеспечило граммофону огромную популярность. В 1902 году в Риге открылась первая в Российской империи граммофонная фабрика. Несмотря на высокую стоимость устройства, спрос на него был большим. Иметь граммофон стало обязательным в дворянской среде. В это же время начинают выпускать граммофонные пластинки. Первоначально их репертуар составляли марши, оперные арии, вальсы. Наибольшей популярностью пользовались записи итальянского тенора Энрико Карузо. В России фабрика Ребекова делала до 1000 записей в год, преимущественно русского репертуара, хора Архангельского, оркестра лейб-гвардии Преображенского полка, народных исполнителей, петербургских певцов и музыкантов. В Доме Толстого граммофон впервые появляется в декабре 1903 года. Его привез друг семьи, писатель Петр Сергеенко, по просьбе музыкального критика Владимира Стасова. Вечером все обитатели дома собрались в зале, чтобы послушать граммофонные пластинки. Ставили записи Бетховена, Шопена, Чайковского. Но особенно Льва Николаевича впечатлила народная песня «По улице Мостовой», та, которая звучит в романе «Война и мир». Впоследствии граммофон в этом зале звучал еще не раз, и Лев Николаевич слушал его с неизменным удовольствием. Он восхищался народными песнями, плясовыми, отмечал, что музыка его словно зовет помчаться в пляс. А в сентябре 1909 года к писателю обратились представители общества деятелей периодической печати с просьбой записать его голос на пластинке. Когда было получено согласие, в Ясную Поляну приехали представители фирмы «Граммофон». В качестве материала для записей сам Толстой выбрал изречения из сборника «Мысли мудрых людей на каждый день». Всего было произведено 5 записей, 2 на русском языке, по одной на французском, английском и немецком. Вместо 20 минут, как было обещано, процесс затянулся на несколько часов. Все записи оказались удачными, и уже через некоторое время в продажу поступили пластинки с голосом Льва Толстого. Они получили большое распространение. Через несколько месяцев, в январе 1910 года, Петр Сергеенко привез в Дом Толстых подарок от общества «Граммофон». Он и сейчас находится в зале. Со временем в Ясной Поляне собирается целая коллекция граммофонных пластинок с записями инструментальных произведений Шопена и Мендельсона, оперных арий Чайковского и Верди, народных песен и цыганских романсов.